Доброго времени суток всем. Сегодня вторая часть обзора по 77-му Посейдону Salty Sensation с судаком. Извините, первый заброс, не успели включить камеру. Бывает. Как видите, на 700-граммовом судачке загрузился не по полной. Еще есть запас по мощности. Конечно. Все весело, все в руку. Достаточно нервно. Он по размеру не подходит. Уж сильно мелкий. Конечно. Это грамм 700. Короче, ставь что-нибудь покрупнее по приманке и контрастная или черная, ну фиолетовая, темная или зеленая. Попробуй. У меня под берегом взял. Ну там метров 5. Он притворяется бычком. Ура! Я думаю, да. А там мало ли, может просто залетный. Мне повезло. Попробуем им покидать. Попробуем им покидать. 3 дюйма, импульс. На рынке чисто выцепим 3 штучки. Цвет понравился. Это не оригинал, но цвет хороший. Оригинал. Ведь эти нет такого цвета. Цвет охуенный, блесток куча внутри. Нет, цвет хороший. Цвет именно шикарный. Посмотрим, что он. Ну, берегов поймал, я так понимаю, он либо проходил, либо за приманкой шел до берега. Может шел, может просто где-нибудь здесь какая-то ямка, он сидел в ней с ночи. Вообще яма здесь, вот эта, ну, хрень с водокачки упавшая, вот от нее в ту сторону, к тому берегу яма. Там метров, ну, до 8 точно, может где-то и десятка есть, если попасть. Вот с этой ямы я в прошлый раз окушка только вот такого и поймал. Есть такие ручки, если надо. Вот, тема хорошая. А есть удобные. Ультрафиолет. По дамбе пройдем, там бывает тоже вот, там просто резкий переход идет с дна на камни, которые на дамбе. Вот, и вот перед переходом бывает судак стоит. Но там можно, ну, естественно, в камнях хорошо зацепиться. Что там?
Красный, ребят. Ну, мышка. Мышка? Ну вот, лежит. Большая такая. А, андатра. Я думал, лепесток нашел. Вот этого я заберу. Ну что делать? Побольше, чем твой, тут всего 200 где-то. Сейчас подойду. Сколько будет? Я взял рабочую, блядь, приманку. Давай я тебя сфоткаю. Да, кило 200 где-то будет. Побольше твой, да? Я сколько? Да нет, ну кило точно есть. Кило точно не видишь, побольше, чем твой будет. Поверни. А повернуть так? Ну, как хочешь. Давай так. Чиз. Грамм тоже 7. 8. Угу. Блядь. Пидорас. Хуйло ебаное. Срезала щука. Просто, я почувствовал маленький ударчик, понимаешь, и все, нет было. Как так? Ну вот так вот, блядь. Глянь, какой размер. А? Размер, глянь. У тебя еще свободный кукан есть? Не, братан, такой хуй, у меня какой кукан его удерживает. Я тебе говорю, приманка, блядь, ебучая. Но у меня есть такой разведки, но там блестки другие, понял? Угу. Зелено-красные блестки, а там черные часто. Черные блестки. Будут на него ловить хуй. Пидораска ударила слегка, понял? И срезала, все по маслу, блядь. Это точно щука, да? Вот тут у берега, вот тут, Лёнь, вот тут. Ну, скорее всего, там вроде зацепов нет. Там она могла промазать просто по леске зубами и не наколоться. Она прям, видишь, я флюрик даже не менял. У тебя поклевка была или просто срез? Удар, А, ну тогда могла и наколоться, конечно, да. салфетки, слава богу, есть. Можешь ли это сыграть так? Вот видишь, какая вот эта Да. цветом. И вот это. Большая разница. Ну там один может в ультрафиолете светиться, а второй нет. Ну, есть разница, да. Поймем. Так какой, первый вариант или второй? Та, которая одна осталась. По цвету, да? Есть. Нормальная. Не надо выпускать. Вот эту не надо. Да не, ну не настолько прям, ничего особенного. Больше круче. Не знаю, непонятно. Снимай, снимай. А я не знаю. Ну, наверное, снимается. Смотри, даже фрикцион не работает. Так, а это товарищ покрупнее. Здесь видно, что спиннинг нагружен, но вполне справляется. И, кстати, если посмотреть в первой части обзора по 77-му, там есть момент, когда я вытаскиваю там 150-200 граммового окуня, спиннинг, в принципе, хорошо прогружается, отрабатывает рыбу, но в то же время еще остается запас по мощности. Вытаскивал судаков до 1,5 килограмм, в принципе, нет проблем, ощущения слабости бывает на ультриках. Собственно, этим спиннинг и хорош. Чуйкой ультрика и мощностью лайта. То и почти медиума. В комле, по крайней мере.
Надо еще одного поймать. И можно домой. Вот приманка. А? Мандула. Ну нет. Летом еще, когда Леха выпустил, Да. Пакета нет. Пакета нет, значит судьба у него жить. Первый раз на мандулу на нашем водоеме что-то поймал. живую, что у тебя за катушка? Комплекс Шимано. Так? Комплекс Шимано. Это редко. Она у нас редко, в магазинах не продается, это только... Но это не основная модель. Это гарнитурная катушка. Это гарнитурная катушка, она у нас не пользуется спросом. Ну, это значит, что у Шимано есть комплекс катушка и комплекс удилища. И они друг под друга подходят дизайном. И из-за этого она стоит дороже, чем не гарнитурная катушка. Потому что в ней в дизайн вложились. Ну, кроме того, что в дизайн вложились, в принципе, от той, на основе которой она сделана, она еще там отличается, ну, несколько подшипников, более хорошая сборка. Ну, а ценник раза в 1,5 получается дороже, чем у той, от которой, на основе которой она сделана. А? Да Шимано и Дайва, ну, они не интересны, как спиннинги. Имеется в виду, что цены неадекватно дорогие. Качество. Да. Просто по катушкам выбора нет. Имеется в виду альтернативы. По спиннингам есть, я считаю. Какой вывод можно сделать по спиннингу? В первой части, по-моему, я его не делал. Значит, общий вывод по 2 частям. Обалденный спиннинг в плане универсальности между лайтом и ультралайтом. Причем полноценным ультралайтом и лайтом по чувствительности и, в принципе, по работе с приманками там на 1, 2, 3 граммах. Отличная работа. Опять же, никаких проблем по забросу от низов до верхов. Вполне вменяемый заброс. Приятный. Не надо сильно вкладываться. Вяжет рыбу на отлично. Что еще можно добавить? Спиннинг, наверное, новый вы уже такой не купите. Можно купить БУ в более-менее каком-то состоянии. И я бы советовал покупать такие спиннинги, такие нежные спиннинги. Конечно, у людей, которых вы знаете, или у которых есть хорошие поручители. Спиннинг своих денег однозначно стоит. Берите. Не пожалеете. В плане нервности на вываживании старые Salty Sensation дадут фору новым Superior Salty Sensation. Новые такие дают ощущение большей мощности из-за 1100 карбона, ощущение такой мощной резиновой палки в руке, несмотря на более легкий вес у аналогичных моделей по тесту и росту, точнее даже росту. Тест там везде отличается в большую сторону в супериорах.
Это спиннинг я рекомендовал бы использовать по окуню более-менее крупному. Лучше более крупному, чем более мелкому. По судаку. Это вообще его. Получите массу удовольствия. Судак и 77 созданы друг для друга. По щуке, наверное, только ранние весенние и поздние осенние периоды. По крайней мере, для наших условий она в это время, во-первых, лучше ловится на джиговые приманки, небольшие, спокойные проводки. Ну и плюс в это время она сопротивляется в духе судака. То есть там не устраивает полеты со свечами и не пытается в последний момент там исполнить что-нибудь у берега. Ну и, соответственно, в это время холодной, но открытой воды, в принципе, вполне можно использовать этот инструмент по ловле щуки, не опасаясь за его здоровье. Потому что все-таки палка нежная и не для щуки создавалась. Как я уже говорил, по джигу береговому это мой любимый инструмент. На этом все. До свидания. До новых встреч.